Коллеги, приветствую вас на нашем канале. Сегодня будет обзорчик на вот этот замечательный инверторный аппарат. Он на 200 ампер. Вот компания называется Patriot, компания российская, да? Производство в Китае. Но это у нас сейчас очень распространенное явление. Сейчас китайское производство совершенно ничего не говорит и не означает. Бывает, конечно, кустарное производство, бывает производство заводское. Но сегодня мы им поварим, замерим показатели все, разберем, посмотрим, что там у него внутри. Вот еще компания Patriot прислали электродики. Мы этими электродиками сегодня как раз и поварим. Ну давайте открываем, смотрим, что у нас тут в комплекте. В комплекте идут, значит, кабеля метра по полтора. Я еще их не разматывал. Ну, размотаем, посмотрим. Значит, идет инструкция на русском языке и сам инвертор. Значит, парни, этот инвертор довольно бюджетного сегмента, его стоимость 7000 с копейками, я чуть позже назову точную сумму. У них это как бы новинка, они ко мне обратились, чтобы я сделал обзор. Компания занимается в основном садовой техникой, и вот они ввели в производство, у них есть полуавтоматы, и вот они запустили в производство инверторы. У них, значит, линейка от 160 ампер до 260 ампер. Вот этот конкретно инвертор на 200 ампер. И он мне нравится чем? Вот первые ощущения, что он маленький и легенький. На плечо его повесили, включили в розетку, массу прицепили, держачок варим. Там если на лестницу надо залезть, да? Это очень хороший аппарат для работы в квартирах, в домах. Вот варить там отопление, батарейку поменять, переварить стояки горячего холодного водоснабжения. Очень хорошая тема. Я сам давно хотел такой аппарат. Раньше они были недоступны, а сейчас, пожалуйста. Вот видите, я его спокойно в одной руке держу, без всяких проблем. Так, ну что, коллеги, я предлагаю, знаете, с чего начнем? Давайте мы его сейчас вскроем, по традиции, вскроем. Посмотрим, что внутри. Я также по традиции скажу, что я в электрической части ничего не понимаю. Мы вам покажем, вы там сами посмотрите, сами сделаете выводы. Вот, потом мы поварим им, замеряем, сколько он реально выдает ток. В общем, коллеги, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем и погнали. Коллеги, ну вот сами смотрите, видите, вот тут диодные мосты, вот такие медные шины, на плюс и минус идут. Плата залита лаком, как обычно, стоит вот такая вот защита. Все, надеюсь, вы рассмотрели. Вот плата управления, одна плата, диодные мосты. Больше тут не на что смотреть. Так, парни, давайте немножко расскажу про параметры этого инвертора. Да? Работает он от входного напряжения от 140 до 240 вольт. Минимальный ток 20 ампер, максимальный 200 ампер. Напряжение холостого хода 76 вольт. При входном напряжении, если пониженное в сети напряжение, значит при 140 вольтах в розетке, он максимально выдаст 135 ампер, чего достаточно с головой даже варить четверкой. Вес аппарата 4 килограмма 400 грамм. Коллеги, значит, смотрите, этот аппарат однозначно не предназначен для производства, чтобы им смолить с утра до ночи, потому что он, ну, я уверен на 100%, что он будет выключаться. Он будет выключаться, когда сильно перегреется. У него вентилятор тут встроенный, он выключится, вентилятор будет гонять, пока он не остынет, он, значит, потом включится, чтобы мы могли продолжить работать. Но он не предназначен для того, чтобы смолить без отрыва. Это вот, как я сказал, батарейку поменять, там подогнал стычок, приварил. Следующий подогнал, приварил. Это вещь незаменимая. В общем, давайте, парни, настраиваемся. Кстати, давайте посмотрим на кабеля, которые идут в комплекте. Не могу сходу так сказать, медные они или алюминиевые. Давайте я сейчас разберу одну эту. Конечно, они покрашены в цвет меди, но я на 90% уверен, что они алюминиевые. Ну, это как у нас всегда водится, парни. Если покупать инвертор, произведенный в Китае, кабеля сразу надо менять. У меня два инвертора моих личных, я сразу на них менял кабеля. Как только купил, сразу поехал, купил кабеля, сколько мне надо, метров любой длины. Конечно, на этот инвертор очень нежелательно 15-метровый кабель вешать. Ну так, 2-3 метра можно спокойно.
Хороший кабелек, хороший держачок. Но сегодня мы поварим именно комплектными кабелями, да? В общем, давайте, парни, настраиваем сварочку и погнали. Так, коллеги, сегодня мы имеем 3 вида электрода от компании Patriot. Вот эти MR3. MR3, видите, синяя обмазка у них. Троечка диаметр. Оно 21 четверочка. MR3, оно 21, я понимаю 100%, что это рутиловое покрытие. А вот эти R46, 2,5 диаметр, видите, такая коричневого оттенка обмазка. Нигде нет маркировки, рутиловое это или основное покрытие. Я подозреваю, что покрытие рутиловое. Но я когда начну варить, я сразу это пойму и сразу вам скажу. Если это не основное покрытие, я обязательно вставлю основное покрытие электрод. Посмотрим, как ведет себя электрод с основным покрытием на этом инверторе. Да? В общем, давайте настраиваемся и варим. Коллеги, забыл упомянуть про самое главное. Здесь, как заявляет производитель, есть горячий старт, форсаж дуги и антизалипание. При антизалипании он должен сбрасывать до 15 ампер. Форсаж плюс 30% он добавляет, чтобы не пропадала, не гасла дуга. Ну и горячий старт плюс 50% при старте он набрасывает. Сейчас мы это все замеряем, проверим, реально это работает или нет. И еще один момент, парни. Здесь, как я обнаружил, нет на самом аппарате, не нанесено плюс-минус. Невозможно понять на самом аппарате, где плюс, где минус. Мы только из инструкции узнали, что вот это вот оранжевым таким цветом, вот это плюс, черным цветом это минус. Также это можно понять и по фишкам на кабелях, да? Красный плюс, черный минус. В общем, варим. Так, коллеги, я сейчас поварю просто, ну там, 2 секунды, просто свои первые впечатления. Поставим, к примеру, 90 ампер, электрод троечка, MR3. Маловато тока, поднимем до 100 ампер. Ну вот 100 ампер вполне себе нормально варит. Так, ну теперь давайте будем замерять, какие он токи реально выдает. Так, парни, вот давайте я сейчас поставил 40 ампер. Сейчас мы проверим, будет ли тройка электрод гореть на 40 амперах и есть ли форсаж дуги. Как можете видеть, электрод горит и форсаж подбрасывает, да? Давайте теперь поставим 100 ампер. Видели, да? На 100 амперах горит стабильно, все четко. Поставим 140 ампер. Да, видели, 115-120, парни. Значит, давайте теперь проверим максимальный ток. Мне придется зарядить 4-ку электрод. Сколько он выдает реально. Видите, показывает 203. Это 3 ампера, это в подарок. Как бонус. Так, 200 ампер максимальный ток, 4-ка электрод. «164, до 200 не вытягивает, видите, парни. Возможно, стоит 5-ку электрод взять. Давайте я возьму 5-ку электрод, попробуем 5-кой. Хотя вряд ли этот аппарат для 5-ки предназначен. Ну, нам надо проверить, выдает ли он реальные 200 ампер. 5-ка электрод, парни. «164». Больше он не выдает, к сожалению. Вот такие мы имеем показатели. Теперь давайте проверим, работает ли антизалипание. Ну, сбрасывает, да, ток сбрасывает. Вот видите, у меня стоит максимальный ток. Давайте поставим нормальный рабочий ток. Вот, допустим, 3-ка электродом работаем, и у нас 100 ампер, да. И сейчас я залипну электрод.
Вот электрод прилип. Да, ток сбрасывает нормально, до 45 ампер. Электрод довольно легко оторвался. Парни, сейчас мы поставим фильтр на камеру, покажем, как варят вот эти электроды. Я уже всеми ими попробовал поварить. Варят они, как обычные рутиловые электроды. Довольно неплохо, горит дуга стабильно. Сейчас сами все это увидите. Вот, значит, R46 у меня диаметр 2,5, MR3 троечка и оно 21 четверочка. И еще я поварю электродом с основным покрытием, это УОНИ 1355. Еще хочу сказать, что вот эта цветная обмазка, как обычно, вот когда попадаются электроды с цветной обмазкой, от нее такой, ну, когда варишь, дым идет, и такой специфический запах эта обмазка дает. Ее ни с чем не спутаешь, да? Ну, давайте, парни, сейчас мы вам покажем, как горят эти электроды, и потом я подведу итог, расскажу все об этом аппарате. Так, парни, у нас электроды R46, диаметр 2,5 мм, ток 80 ампер, варим. Металл пятерочка. Так, коллеги, сейчас вы видите электроды MR3, диаметр 3 мм. Ток я поставил 110, потому что металл пятерка, чтобы его проплавлять. Сейчас вы, парни, видите электрод четверка, оно 21. В заключение, коллеги, варим электродом с основным покрытием УОНИ 1355. Видите, электрод тухнет. Итак, парни, вот это вот электрод 2,5 мм R46. Вполне нормальный шовчик. Вот эта троечка MR3. Тоже вполне себе хороший шовчик. Вот эта четверка, оно 21. Тоже вполне удовлетворительно все варит. Вот это УОНИ 1355. Как вы могли видеть, в процессе сварки у меня 2 или 3 раза затухал электрод. Это не очень хорошо, но тем не менее варить можно. Коллеги, ну что я могу сказать? Давайте я подведу итог. Что касаемо электродов. Электроды все с рутиловым покрытием вполне себе варят нормально. Вполне нормально варят, можно их брать. Производятся они в Ростовской области, город Волгодонск. Я еще лет 20 назад, мы там в Краснодарском крае,
варили в нескольких цехах систему пожаротушения. И тоже нам возили туда ростовские электроды. Это были ОНО-21 в таких белых пачечках килограммовых. Тоже были очень достойные электроды. Мы ими варили трубы под давление, все держало четко, нигде не было никаких течей. Эти электроды тоже вполне себе нормальные. Что касаемо инвертора. Инвертор, сами видели, он заявлено, что 200 ампер, реально выдает 160 максимум, да? Но я хочу сказать, что 160 ампер для домашнего дачного пользования это за глаза, за глаза. Четверку тянет спокойно, вы сами видели, я взял, заварил четверку, даже пятерку смог зажечь. Ну, пятерку это вряд ли кому понадобится, это чтобы ток проверить. А четверка горит спокойно. Ну, коллеги, для дома, для дачи четверка электрод он не нужен. Там тройки за глаза. Поэтому напряжения вполне достаточно. Конечно, я не могу сказать, как он будет себя вести в условиях, когда в розетке пониженное напряжение. Хоть они и заявляют, что при пониженном напряжении максимум 135 ампер он выдает, по-моему, если я не ошибаюсь, да. Ну, это надо проверять. У нас тут напряжение нормально. Мы замеряли, тут, по-моему, 210 выдает стабильно, да? 210 стабильно у нас в розетке. Поэтому, парни, сами принимайте решения. На сегодняшний день стоимость этого аппарата на сайте производителя 7190 рублей. Это не такие большие деньги. Если бы мне надо было для моей конкретной работы и там в квартире переварить, там батареи поменять, стояки переварить, мне бы предложили этот аппарат, я бы его взял с удовольствием, потому что он очень маленький, легенький и мобильный. Вот это мой вердикт. Коллеги, надеюсь, я вам был полезен. Оставляйте комментарии, что вы об этом думаете, пишите, добавляйтесь в телеграм-канал, ВКонтакте, в Инстаграме, я есть везде, ссылочки под видео. И всем пока, увидимся в следующем видео.